5 гениев. Давайте немножко поиграем в ассоциации. Я называю факты, а вы попытаетесь угадать страну. Страна, которая занимает первое место в Европе по доступности ведения бизнеса. Страна, которая занимает второе место в мире по легкости регистрации компаний. Страна, где отсутствует большинство налогов, включая НДС для IT-компаний. А также для специалистов здесь зачастую нулевая или 1% налоговая ставка. Ну что, догадались, что это сейчас про Израиль было? Шутка, вы все видели название видео. Согласитесь, было бы легче, если бы я начал ряд ассоциаций с вина, хинкали, хачапури, боржоми и навыков произносить тосты. Но прожив 2 месяца в Грузии, я хочу рассказать немножко больше об этой классной стране. Наверное, многие из вас узнают это изображение на стороне 50-копеечной монеты. Святой Георгий, поражающий копьем змея, сидит верхом на коне. Но немногие из вас знают, что такое же изображение является частью герба Грузии, а Святой Георгий – покровителем страны. А еще для многих будет удивительней, что Грузия является одной из первых стран, принявших православное христианство. Еще в начале IV века христианство стало государственной религией в Грузии, то есть за 6,5 веков до аналогичного события в истории Руси – крещения в 988 году. К чему вам эта информация? А к тому, чтобы каждый мог понять, что Грузия – это не только вино, хинкали и кавказское гостеприимство, а еще более чем тысячелетняя история, в которой было огромное количество событий, которые имели отнюдь не позитивное влияние на отношения между российским государством и грузинским. Особенно важно знать о войне в Абхазии в конце 90-х и войне 2008 года. Я не зря сделал акцент именно на государственных отношениях, поскольку на личностном уровне все решает человеческие качества, а не место рождения в паспорте. За время моего пребывания в Грузии у меня не было ситуации, позволяющих сомниться в том, что грузинский народ все такой же гостеприимный и отзывчивый. Кстати, Грузия – это то название, которое используют в России и ряде других стран СНГ. В мире же страна известна как Джорджия, а сами грузины называют свою страну Сакартвело, что в переводе означает «страна картвелов». Картвелы – это те народы, которые населяли территорию современной Грузии уже с 6-го тысячелетия до нашей эры. Они же и стали создавать первое государственное образование на этой территории, а именно Диаоха, Колхида, Картли и так далее. Нынешняя столица и древняя столица, город Мсхета, как раз располагаются на территориях, которые составляли территорию Картли, или по-другому Иберийского царства, которое получило развитие при падении значимых древних государств Урарту и Ассирии при скифо-киммерийском нашествии. Сегодня Тбилиси – это современный город, но не потерявший исторический облик и привлекающий тысячи туристов, а также релокантов. Сюда едут айтишники и удаленщики со всего мира из-за грамотной политики с налоговыми, миграционными и бюрократическими послаблениями.
Сейчас буду мусор на переработку относить. Здесь, значит, пластик. Здесь бумага. Коробочки, баночки, стекло, еще пластик. Dasam shoblos churchulitso dedis khamaris kada khedem tepsazidus goliatevat dana goeli grubeli vit gaipantevat. Да, в Тбилиси я себе оформил банковскую карточку Банка Грузии, и мне стали доступны все прелести цивилизованной жизни. Оплата в транспорте. Здесь он, кстати, классный. Удобные автобусы, прям как в Москве, и такси, приусы. А также метро, которое меня, правда, не сильно порадовало в первую встречу на станции ДДБ, где очередь на вход была в несколько этажей. Вообще, оформление зарубежной банковской карты сейчас вещь поистине животрепещущая. А вот с жильем после волны русской эмиграции стало сложнее. Цены подросли не на какое-то количество процентов, а в разы. И если для айтишников не такая большая проблема выложить, условно говоря, $1000 за аренду, то для местных это стало проблемой. Студенты, которые раньше арендовали жилье, теперь просто не могут себе его позволить и вынуждены возвращаться обратно в села и малые города, бросая учебу. Об этом я не раз был наслышан от водителей такси. В Тбилиси на фоне старого города в глаза бросаются современные стеклянные постройки. Они здесь появились во времена президентства Михаила Саакашвили, который отзывался о стеклянных постройках как о месте, где нельзя спрятать коррупцию. По приезду много раз приходилось слышать от местных, что зима здесь мягкая и снега не бывает. Но в день отъезда из Тбилиси в Батуми, а также в январе, когда я вернулся в Тбилиси, как раз шел снег. Поэтому, отвечая для себя на вопрос, выбирать именно Тбилиси для зимовки или нет, я бы ответил скорее нет, тем более после жизни в Батуми. Но об этом чуть позже. Сейчас же я предлагаю отправиться на восток Грузии, на родину вина, в Кахетию. Я думаю, много людей, которые не раз слышали эту песню о миллионе алых роз. А знаете, что у этой песни был оригинальный сюжет, в основу которого легла одна грузинская легенда. Согласно легенде, грузинский художник Ника Пиросмани продал все свое имущество и купил на эти деньги цветы,
которыми была устлана вся улица перед гостиницей, где жила его возлюбленная французская актриса Маргарита де Север. Именно в Кахете расположен дом-музей, посвященный этому художнику. Но основная ассоциация с Кахети – это, конечно, вино из знаменитой Алазанской долины. Грузия, согласно опубликованному Академией наук США в 2017 году исследованием, является родиной вина. Именно здесь найдены наиболее древние следы превращения винограда в вино в глиняных сосудах. Вот здесь его топчут ногами. А вот здесь Покажу. оно сливается в специальный сосуд, который в земле закопан. Покажи. Накрывается крышкой. Такие глиняные сосуды, или по-другому квеври, до сих пор используются в Грузии для производства вина по собственной технологии. Отличие этой технологии состоит в том, что брожение происходит всеми составляющими, то есть виноградным соком, кожурой, косточками и даже веточками, а не только соком, как в европейской винодельческой традиции. Кахетия – один из основных мировых винодельческих регионов, и экспорт вина грузинского вырос за 10 лет. Но Кахетия – это не только вино, это еще и финальный этап жизненного пути святой Нино, благодаря просветительской деятельности которой православие получило государственное признание в Армении и Грузии. Мощь святой Нино покоится в монастыре в Баббе в Кахетии, в нескольких километрах от Сигнаки. Сигнаки – невероятной красоты город, расположенный на горе, который также называют грузинской Италией или городом любви. Почему город любви? Многие отсылают это к тому, что до пандемии здесь работал круглосуточный ЗАГС, где каждый мог без записи заключить брак в любое время суток. ЗАГС работает и сейчас, но не в круглосуточном режиме. Ты себя снимаешь? Нет, я снимаю, как ты комментируешь, это камни. Камни. Это еще камни. Вот еще, да. Ну, тут неплохо, кстати, отсюда и так. Да, там камни в горах еще остались. Смотри, мы фоткаем из камней в как бы горы, которые тоже камни. Спрашивай, ты можешь. Ну а с восточной части Грузии настало время двигаться в западную часть и встречать зиму. Я уже упоминал сегодня Колхиду, думаю, такое название многие из вас слышали в жизни. Миф об аргонавтах из Древней Греции во главе с Ясоном, которые приплыли на земли Колхиды в поисках золотого руна, достаточно известен. Настало время узнать, что же такое современная Колхида. А это одно из первых государственных образований на территории Кавказа, которое занимало восточное побережье Черного моря от современного Туапсе до турецкого Трабзона. Именно в этой части и располагается морская курортная часть современной Грузии, и в частности место нашей остановки – город Батуми, который в разное время принадлежал различным империям. Батуми является столицей региона Аджария, современная история которого связана с именем Аслана Абашидзе и Михаила Саакашвили опять же. До революции Рос, в результате которой к власти пришли оппозиционные силы во главе с Михаилом Саакашвили, в Аджарии базировались российские войска, но после начался постепенный вывод.
Приходом оппозиционных властей удалось привлечь инвестиции в город, благодаря которым сегодня Батуми превращается в кавказский Дубай с современными высотками, хорошей набережной, фонтанами и архитектурными композициями, такими как Оленино. Я ранее уже говорил, что Батуми обрастает высотками, как и Дубай. Но в отличие от Эмирата, в Батуми есть чем похвастаться и в природном плане. Знаменитый ботанический сад, а также горная Аджария. Ну а почти все экскурсии в горную Аджарию начинаются с крепости Гонио, которая стоит здесь еще с древнеримских времен. И тут мы заехали в гости к местной семье, где нас ждало кавказское застолье. Но подходит ли Батуми для зимовки? Прожив 1,5 месяца в Батуми, могу сказать, что здесь достаточно мягкая зима. Хоть снег по отзывам бывает, особенно в феврале, но в декабре и январе температура варьировалась от 8 до 12 градусов, и все это выше нуля. А что же с жильем в Батуми? В Батуми вне сезон жильем оказалось полегче, чем в Тбилиси. Цены более приятные, но нужно понимать, что многие предложения сводятся к апартаментам в отелях по типу Орби Сити, которые подойдут для жизни далеко не всем. Отличный вид из окна и достаточно хороший ремонт перекрываются такими минусами, как невозможная слышимость, а также проблемы с лифтами. И если вне сезон с лифтами проблем вообще нет, то вот слышимость остается. И не мешает она только в моменты, когда в соседних номерах никого нет,
хотя и в эти моменты щель под дверью делает простой приезд лифта на этаж будильником. Важно еще отметить, что не всегда спасает отопление в виде кондиционера, поэтому обращайте внимание на наличие газового отопления или радиаторов при аренде. В Батуми меня, кстати, застали новости о массовой блокировке счетов в Банке Грузии, который я оформил ранее в Тбилиси. Но к тому моменту меня и успокаивало уже то, что я оформил целых 2 карточки в TBC банке. Это второй банк Грузии по величине. А банкоматов даже больше, чем у Банка Грузии. Но несмотря на то, что такие не очень приятные новости возникли прямо перед Новым годом, атмосферу праздника это не испортило. Батуми украсили как следует, а новогодняя ночь была одной из лучших. Море, пальмы, также отсутствие снега сделали встречу 2023 года одной из самых необычных в моей жизни. Looking for a good time, gonna make that shake. Теперь немного по знаковым локациям Батуми, которые при большом желании можно посетить за один день пребывания в городе. С утра лучше всего отправиться в ботанический сад и посвятить пару часов блужданию среди различных деревьев, кустарников и травы. Да, бамбук — это трава. Причем мой совет — взять такси до входа со стороны Кабулети, то есть с севера, и пройти парк насквозь к южному входу, откуда уже уехать автобусом. La
На автобусе стоит доехать до канатной дороги и прокатиться наверх, откуда открывается вид на абсолютно весь город и море. Никуда не уезжая, здесь же идем до движущей скульптуры Алии Нино, а после прогуливаемся по улочкам старого города. Если еще остались силы, то на выбор можно прогуляться по набережной или набрести, например, на кафе из кинофильма «Любовь и голуби». Однако я предлагаю оставить это на вечер, а вместо этого прыгнуть на самокат или в автобус и отправиться к аэропорту, откуда взлетают и где садятся самолеты, пролетая над головами. А с наступлением темноты стоит идти любоваться композициями фонтанов, которые здесь есть напротив высоток Корби, а также около ЗАГСа. Как-то слишком хорошо получается. Да, есть чем разбавить бочку меда. Гуляя по набережной, вы обязательно увидите здание с черными пятнами. Вы подумаете, наверное, что ему не 1 десяток лет, но на самом деле ему всего около 10 лет. Это жилой комплекс премиум-класса «Магнолия», который так и не был сдан в эксплуатацию из-за многочисленных нарушений. Ах да, а напротив этой страхолюдины расположен один из самых красивых Макдональдсов в мире. Вот это вот стеклянное футуристичное здание и есть Макдональдс, снизу которого заправка, а сверху цветочный сад. Контрастненько получается. Ну и напоследок о главных обитателях Грузии. В Грузии, что в Тбилиси, что в Батуми, очень много собак, что для меня очень важно. Бояться их не стоит на самом деле, хотя я за 2 месяца так и не смог полностью избавиться от некоторого настораживания перед их видом. Собаки в Грузии находятся под присмотром, почти все имеют в ухе желтую бирку, что означает, что с ними поработали, сделали прививки как минимум. Но и гладить их не стоит, поскольку у них включается охранный инстинкт, и они начинают лаять и кидаться на других людей, охраняя вас.
Ну а на этом все. Моя зимовка в Грузии подошла к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите.